Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 140 самых необычных фактов о Египте, в которые сложно поверить. Из этого видео вы узнаете следующее. Зачем фараон Пепи II окружал себя обнаженными рабами, намазанными медом? Что сделали строители, работавшие над царским некрополем в Дейр-эль-Медине во время правления фараона Рамзеса III, когда не получили свою обычную плату зерном? Во что заматывали мумии своих усопших родственников, представителей низшего класса? Как эти жители пустыни мылись и чем отличались методы, которые они использовали, в зависимости от их социального класса? Как шутили древние египтяне, какие есть исторические свидетельства этого? Почему многие фараоны, восходя на престол, брали себе имена своих великих предшественников? Какая власть в Египте пришла на смену фараонам, и как ситуация обстоит в наши дни? Почему многие молодые египтяне и египтянки приезжают учиться в медвузы в постсоветские страны? Зачем в Каире из окон вывешивают вот такие корзины на веревках? При каком условии сотрудники египетских отелей имеют право зайти в номер без спроса? Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. И помните, на канале Книги, Истории, Факты вы найдете самые интересные и правдивые факты на совершенно разные темы. Остерегайтесь подделок. Кроме того, несколько самых интересных, популярных, полезных и остроумных комментариев по теме этого видео мы обязательно разместим в заключении следующего ролика с указанием авторов комментариев. А в заключении этого видео мы разместим такие комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику. Что мы знаем о древних египтянах? Они придумали бумагу, мумифицировали фараонов и строили пирамиды, тайны которых до сих пор не могут раскрыть ведущие ученые мира. Все это, конечно, безумно интересно. Но о древнем Египте известны и другие, не менее впечатляющие факты. А будни египтян были намного ярче и насыщеннее, чем мы можем себе представить. Мы решили приоткрыть завесу истории и нашли поистине обескураживающие и необычные сведения о египтянах, которые вы не встретите ни в учебнике по истории древнего мира, ни уж тем более в голливудских блокбастерах. Во второй части видео вы узнаете самые интересные факты из жизни современного Египта. Уверен, многие факты вас очень удивят. 1. Фараон Пепи II мазал рабов медом, чтобы приманивать мух. Фараон Пепи II из VI династии жил приблизительно в 2300-2206 годах до нашей эры. Официально его звали Неферкара Пеопи II, прекрасен дух солнечного бога, если вам интересно. Правил он около 64 лет и за это время наладил торговлю с нубийцами и по крайней мере 5 раз женился. Отличался разгильдяйским отношением к бумагам и равнодушием к внутренней политике, что вызвало ссоры и грызню между дворянами-номархами и последующий кризис древнего царства. Но больше всего прославился Пепи своей нелюбовью к мухам, и Пепи изобрел собственный способ борьбы с ними. Традиционные опахала – это, конечно, неплохо, но его вариант был более радикальным. Фараон окружал себя обнаженными рабами, намазанными медом. Мухи садились на них, прилипали и их убивали. Эдакие живые ловушки для насекомых. Комфорт рабов, конечно, Пепи не беспокоил. Потерпят, не сахарные. 2. Древнеегипетские мухобойки делали из хвостов жирафов. Кстати, если меда жалко, вот еще один способ избавления от мух, который придумали египтяне. Берем хвост жирафа, приделываем к нему стильную ручку, например, как на картинке на экране. И все, модное опахало из хвоста готово. Можно спокойно прихлопнуть муху, главное, чтобы в этот момент она сидела не на лбу у фараона. На жирафов, кстати, по сей день охотятся жители Южного Судана ради мяса. А метелка из хвоста служит брачным выкупом,
который традиционно преподносят отцу невесты. 3. Египтяне использовали бабуинов для охоты за нарушителями порядка. Когда мы думаем о полицейских животных, то в первую очередь вспоминаем о собаках. Но египтяне редко прибегали к столь банальным решениям. Поэтому в качестве сторожевых и охранных зверей они использовали бабуинов. Если не верите, что они были хорошими помощниками для египетской городской стражи, гляньте, какие у этих обезьянок зубы. Кроме того, эти животные довольно быстро перемещаются и паркурят не хуже Альтаира из Assassin's Creed. Стражники натравливали стаи дрессированных бабуинов на воров, и те преследовали и хватали их. Этот факт зафиксирован на многих египетских фресках. Особо отличившихся бабуинов могли в знак благодарности мумифицировать после их смерти, чтобы те попали в загробное царство. Кроме службы во имя правопорядка, бабуины применялись и для других целей. Они были одними из самых любимых питомцев у египтян. Например, их обучали собирать инжир с деревьев и приносить хозяину. А благодаря привычке бабуинов орать по утрам, египтяне могли использовать их как живые будильники. Есть версия, что само слово «бабуин» имеет древние корни и связано с именем египетского бога Баби или Бабы, покровителя обезьян и песцов. Не спрашивайте, почему мартышки и каллиграфия связаны, просто примите как факт. 4. Придворные врачи фараона имели странные титулы. У египтян была довольно своеобразная, но при этом развитая медицина. И особо крутые доктора могли рассчитывать на высокие должности при дворе. Поскольку фараон считался богом, придворные врачи были также отчасти и жрецами. Каждый из них отвечал за лечение только одной болезни, либо за профилактику отдельного органа. Врачи носили такие титулы, как царский хранитель левого глаза фараона и царский хранитель правого глаза фараона. Одним из самых известных таких пастырей был Ирен Ахти, живший в первый переходный период Древнего Египта, где-то 2141-2040 года до нашей эры. Он сменил на этом почетном посту своего предшественника, пастыря Кхуи. Неру-Пихут имел полномочия вводить царю лекарства ректально, очищать его организм рвотными средствами и клизмами, составлять ежедневную диету монарха и назначать голодовку. Клизмы были особенно популярны в Египте, и фараон, а также его придворные, делали их в профилактических целях несколько раз в месяц. Естественно, это сопровождалось чтением молитв и заклинаний, которые должны были поддерживать здоровье его фараонского величества. 5. Медицина египтян вообще была на высоте. Доступ к первоклассной медицине имели не только царь и его приближенные, но и рядовые жители. Например, есть данные, что крестьяне в Древнем Египте носили на шее мешочки с мышиными костями. Это отлично помогало от ночного недержания мочи. В теории. А если натереть голову смесью жира горного козла, кота, бегемота и крокодила, это поможет от облысения. Только осторожнее со стражей, когда будете объяснять, откуда у вас жир священных животных. Древние египтяне изобрели и собственную зубную пасту. Вот рецепт: порошок из бычьих копыт, пепел, пережженная яичная скорлупа и пемза. Целебными также были фекалии собак, ослов и газелей, их применяли жрецы Хепри, бога скоробея. Ведь если скоробеи рождаются из навозных шариков, значит навоз – источник жизненной силы. Логично? Логично. В медицинском папирусе Кахуна рассказывается, что мед и крокодилий навоз – отличные средства для предохранения от нежелательной беременности. Да и вообще для женского здоровья полезно. Применять наружно. И, наконец, у египтян были распространены болезни вроде шистосомоза, из-за которых мужчины мочились с кровью. Но это не было чем-то плохим, считалось, что просто у них менструация, как у женщин. Такие мужчины, полагали египтяне, могут даже забеременеть. Египет был первым, кто ввел программу медицинского обслуживания. Египтолог из Стэнфорда Н. Остин рассказывает о самой ранней задокументированной государственной программе здравоохранения, которая позволяла рабочим из деревни, позже ставшей известной как Дейр-эль-Медина, брать оплачиваемый отпуск по болезни или посещать врача во время строительства пирамиды. Некоторые современные страны,
определенно могли бы извлечь уроки из этого примера. 6. Рамзес Великий имел более 170 детей. Возможно, узнав все эти любопытные подробности о египетской медицине, вы можете подумать, что бедные фараоны с трудом доживали до 30 лет и умирали в страшных муках, больше от подобного, так сказать, лечения, чем от настоящих опасностей. Но это не обязательно было так, некоторые фараоны чувствовали себя вполне неплохо. Например, Рамзесу Великому на момент смерти было более 90 лет, жил царь на широкую ногу. У него было 8 официальных жен, почти 100 наложниц, 111 сыновей и 67 дочерей. А еще есть основания полагать, что он был левшой и рыжим. 7. Косметикой пользовались и мужчины, и женщины. Египтяне, независимо от пола, подводили глаза, красили губы и румянили щеки, а также натирались ароматическими маслами. Все это не только делало их очень красивыми, но и защищало кожу от палящего солнца. Погодка-то располагала, сами понимаете. Но вообще полезность египетских средств по уходу за кожей весьма сомнительна, потому что они содержали свинец. Макияж не только приветствовался, но и поощрялся для обоих полов. Как правило, его наносили деревянными, костяными или слоновыми инструментами. Макияж для глаз изготавливался путем измельчения малахита и галенита. Полученное вещество было известно как коль. Женщины также любили красить руки и ногти хной и красить щеки красной краской. Духи, изготовленные из масла, мира и корицы, были популярны как среди мужчин, так и среди женщин. Считалось, что макияж вызывает защиту богов Гора и Ра и обладает магической целительной силой. Интересно, что в этом предположении была доля правды. Ученые подтвердили, что косметика на основе свинца действительно помогала защитить египтян от глазных инфекций. 8. Египтяне сбривали брови в знак траура по кошкам. Кошек в Древнем Египте любили, даже очень. Считалось, что им покровительствовала богиня Бастет. Кошки приносили пользу, убивая грызунов и змей. Вокруг них сформировался целый культ. Богатые семьи одевали своих кошек в драгоценности и кормили их едой, которую не каждая обычная семья могла себе позволить. Поскольку кошки считались волшебными существами, древние египтяне верили, что они приносят удачу людям, которые держали их в качестве домашних животных и правильно с ними обращались. Есть сведения, что когда кошка умирала, ее хозяева сбривали себе брови, у египтян это был знак траура. Безвременно скончавшегося питомца оплакивали ни много ни мало 70 дней, а еще котов мумифицировали, как и людей, и хоронили с почестями. За предумышленное убийство животного полагалась смертная казнь, за нечаянное крупный штраф в пользу жрецов ближайшего храма Бастет и публичное покаяние, если повезет. Сохранилось свидетельство историка Диодора Сицилийского, что одного римлянина в 60 году до нашей эры египтяне линчевали за то, что он переехал кошку повозкой. 9. У фараонов была стильная обувь и носки. На подошвы сандалий Тутанхамона наносили портреты представителей варварских народов. Так что куда бы он ни шел, повсюду топтал своих врагов. Кроме того, противников царства изображали и на фараонских тронах, чтобы дать понять окружающим, что царь Египта попирает их своим престолом. И, кстати, Тутанхамон носил носки с сандалиями. Если хотите сказать что-то по этому поводу, помните, что царских крокодилов специально не кормили 2 дня. Первые носки египтяне изобрели примерно в 5000 году до нашей эры. Самому старому из сохранившихся носков, правда, всего 1700 лет. А вот эти были сделаны египтянами между 250 и 420 годами нашей эры. Идеально для ношения с открытой обувью. 10. Пирамиды строили не рабы, а наемные рабочие. Древнегреческий историк Геродот считал, что Великую пирамиду построили 100 тысяч рабов. Образ несчастных невольников, таскающих огромные камни под палящим солнцем и понукаемых кнутом надсмотрщиков, пугает. Но на самом деле ничего такого не было. Археологические данные показывают, что пирамиду в Гизе построили
5000 постоянных работников, которым на разных этапах возведения конструкции помогали до 20 тысяч сезонных рабочих. Это были свободные люди, трудившиеся за плату. Работали они вахтовым методом, крестьянин или ремесленник уезжал из дома на 3-4 месяца, чтобы подзаработать на стройке, и затем возвращался к привычной жизни. Они получали еду, питье и медицинскую помощь и размещались в лагере рядом со стройкой. Погибших при строительстве хоронили неподалеку от пирамиды. Это честь, которой рабы не удостоились бы. Кроме того, наемных рабочих снабжали в больших количествах мясом, рабы о таком не смели и мечтать. Хотя труд строителей был нелегким, они были уверены, что таким образом демонстрируют свою преданность фараону и другим богам. Плюс в карму в загробном мире. Граффити, найденные рядом с памятниками, свидетельствуют о том, что они часто давали своим бригадам шутливые имена, такие как пьяница Менкаура или друзья Хуфу. 11. В некоторых древнеегипетских гробницах имелись туалеты. В то, что загробный мир реален, египтяне верили безоговорочно. Настолько, что помещали в гробницы ванны и даже унитазы. Например, примерно такой был найден в усыпальнице египетского архитектора Кха, датируется он 2-м тысячелетием до нашей эры. Даже покойникам, считали египтяне, нужно иногда облегчиться. 12. Клеопатра известна своей красотой, но очень мало говорится о ее интеллекте. Она не только говорила на 12 языках, но также обладала значительными познаниями в математике, астрономии, философии и ораторском искусстве. Древнеегипетские летописцы описывали ее как правительницу, которая отдавала должное ученым и часто появлялась в их компании. Клеопатра не была египтянкой. Она родилась в Александрии, и ее родословную можно проследить до греко-македонского лейтенанта Птолемея I, одного из самых доверенных лиц Александра Македонского. Его потомки правили Египтом с 323 по 30 год до нашей эры и сумели в значительной степени сохранить свою греческую идентичность и культуру. 13. Женщины, возможно, и не были социально равными мужчинам в Древнем Египте, но они пользовались довольно широким спектром прав и свобод, особенно по сравнению с другими странами той же эпохи. В отличие от Греции, где женщины практически принадлежали своим мужьям, египетским женщинам разрешалось разводиться и вступать в повторный брак, а также сохранять богатство, которое они принесли в брак. Кроме того, им разрешалось покупать и продавать недвижимость, заключать юридические соглашения и даже входить в состав присяжных. Они редко работали вне дома, но при официальном трудоустройстве им обычно гарантировалась равная оплата труда. 14. Хотя египтяне, возможно, обожествляли своих фараонов, это не означало, что они позволяли нарушать свои трудовые права. Египетские рабочие даже организовывали забастовки в целях улучшения условий труда. Одна из наиболее известных произошла в XII веке до нашей эры, во время правления фараона Рамзеса III, когда строители, работавшие над царским некрополем в Дейр-эль-Медине, не получили свою обычную плату зерном. Рабочие устроили так называемую забастовку, зашли в ближайший заупокойный храм и оставались там до тех пор, пока их требования не выслушали и они не получили то, что заработали. 15. Войны были частью жизни Древнего Египта. Одна из самых продолжительных длилась более 2 столетий, в течение которых египтяне сражались против Хесской империи за контроль над землями, которые позже стали современной Сирией. К тому времени, когда фараон Рамзес II взошел на престол, обе империи оказались под угрозой нападения со стороны других стран. Чтобы положить конец битве, которая истощила многие необходимые ресурсы, в 1259 году до нашей эры, Рамзес II предложил то, что позже станет известно как Египетско-Хесский мирный договор, один из первых известных зарегистрированных мирных договоров. Это помогло обеим странам остановить борьбу и объединить свои силы против других захватчиков. Копию договора можно найти сегодня над входом в зал Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. 16. Заплесневелый хлеб
использовался в качестве одной из форм первых антибиотиков. Господин Аллен, куратор египетского искусства в Метрополитен-музее, рассказал об одном древнеегипетском тексте, в котором предлагалось прикладывать к ранам заплесневелый хлеб. Это означает, что хотя египтяне ничего не знали о бактериях, они уже открыли способ борьбы с инфекциями и поняли основной принцип действия пенициллина. 17. Экономика Древнего Египта в значительной степени зависела от реки Нил, которая влияла буквально на каждый аспект жизни. Окруженный пустыней, Нил был жизненно важной артерией не только для перевозки строительных материалов и передвижения людей, но и для орошения сельскохозяйственных земель, получения пищевых ресурсов и многого другого. 18. Первый муж Клеопатры, Птолемей XIII, выгнал ее из Египта, когда она попыталась избавиться от него как от правителя и сосредоточить всю власть в своих руках. Клеопатра нашла союзника в лице Юлия Цезаря и победила Птолемея, став царицей Египта. Птолемей же утонул в Ниле. 19. Возраст сфинкса является загадкой. Наиболее распространенная и общепринятая теория относит строительство Большого сфинкса к эпохе фараона Хефрена около 2603-2578 годов до нашей эры, однако это всего лишь теория. Некоторые ученые предполагают, что статуя намного старше. Они основывают свое предположение на образцах эрозии, обнаруженных на статуе и других археологических признаках. 20. Многие из нас слышали о египетских божествах, таких как Исида, Ра, Осирис, Анубис или Гор. Но дело в том, что египетский пантеон включал более 2000 богов и богинь. Те, кто был более популярен, стали национальными божествами, прославляемыми по всей стране. Другие, менее известные, были либо связаны с определенным регионом, либо определенным ритуалом или ролью. Одним из таких божеств была богиня Кепхет, которая предлагала прохладную воду душам умерших, ожидающих суда в загробной жизни. Другой пример Сишат – богиня письменных слов и конкретных измерений. 21. Некоторые современные европейские страны могут считаться лучшими производителями напитка из солода, но известно ли вам, что в Древнем Египте данный напиток был неотъемлемой частью меню? Будучи калорийным, он считался отличным источником питания не только для взрослых обоих полов, но и для детей. Также было довольно распространено использование указанного выше напитка в качестве компенсации за труд. Например, строители на плато Гиза трижды в день получали его в качестве оплаты за свою работу. 22. Настольные игры были очень популярны у древних египтян. Некоторыми из игр, которые дошли до нас, были мехины, собаки и шакалы, но, похоже, самой популярной была игра, известная как сенет. Она включала в себя бросание кубиков или палочек и перемещение фигур по доске с нарисованными квадратами. Хотя историки все еще пытаются определить точные правила игры, они вполне уверены, что она восходит к 3500 году до нашей эры и была популярна не только среди простых людей, но и среди фараонов. 23. Имея тысячелетнюю историю и являясь одной из величайших древних цивилизаций, неудивительно, что современный Египет является домом для целых 7 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО: Абу-Мена, древние Фивы с некрополем, исторический Каир, Мемфис и его некрополь, поля пирамид от Гизы до Дахшура, нубийские памятники от Абу-Симбела до Фили, район Святой Екатерины и Вади-Аль-Хитан, Китовая долина. 24. Заматывание мумии может показаться очень простым процессом, но на самом деле она требовала много времени и материалов. Процесс мог длиться от 1 до 2 недель, а на обмотку уходило около 372 квадратных метров белья. Семья усопшего должна была подготовить все необходимое, пока его тело высушивалось в пустыне. Позже бальзамировщики разрезали принесенную родственниками почившего одежду на узкие лоскуты наподобие бинтов и обматывали ими мумии. Богатые семьи приносили дорогие материалы, а иногда даже одежду со священных статуй,
в то время как представители низшего класса собирали старую одежду и прочее домашнее белье. 25. Каждого умершего в Древнем Египте хоронили с 4 канопами. Эти кувшины использовались для хранения и консервации внутренних органов умершего во время мумификации тела. В каждом сосуде канопи находился один жизненно важный орган – легкие, печень, кишечник и желудок. Бальзамировщики не извлекали сердце, так как оно считалось домом для души человека. Вообще процесс бальзамирования в Древнем Египте регламентировался строгими правилами. Представьте, в каком шоке были археологи, когда обнаружили, что правило не извлекать сердце было нарушено никем иным, как Тутанхамоном. Причиной могла быть травма груди, которую молодой король получил перед смертью. Некоторые египтологи полагают, что рана, из-за которой он лишился грудной клетки, была результатом укуса бегемота. Археологические данные показывают, что египтяне охотились на животных ради развлечения, а несколько статуй в гробнице Тутанхамона изображают его бросающим гарпун. Так что вполне возможно, что он действительно погиб во время охоты. 26. Всем известно, что египтяне любили своих кошек, которые ассоциировались с богиней Бастет. Но, конечно же, они были не единственными животными, которых египтяне держали в качестве домашних животных. Ястребы, ибисы, собаки, львы и бабуины также пользовались большим уважением и имели особый статус в египетских семьях. Часто после смерти животных мумифицировали и хоронили вместе с их владельцами. Древние египтяне также дрессировали животных, чтобы те помогали им в работе. 27. В Древнем Египте наука была очень уважаема и хорошо развита. Конечно, они не обладали всеми знаниями, которые есть у нас сегодня, но египтяне могли похвастаться некоторыми великими математиками и учеными. В частности, математические концепции, которые они понимали и применяли на практике, включали геометрию, такую как определение площади поверхности и объема трехмерных форм, полезных для архитектурного проектирования, и алгебру, такую как метод ложного положения и квадратные уравнения. 28. Что общего между письмом, чернилами, косметикой, зубной пастой, плугом, достижениями в медицине, дверным замком, календарем, концепцией полиции и боулингом? Все они были изобретены древними египтянами. И это даже не полный список вещей, пришедших из Египта, которыми мы пользуемся сегодня. 29. Украшения в Древнем Египте были не столько красивым аксессуаром, сколько способом понравиться богам и таким образом помочь вам и защитить вас. Чем больше украшений вы носите, тем больше внимания вы получите от богов. Вот почему и мужчины, и женщины носили ожерелья, браслеты, кольца, серьги, подвески и специальные пуговицы. В особых случаях они надевали гламурные головные уборы, которые часто можно увидеть на старинных рисунках. Конечно, чем богаче был человек, тем больше украшений он надевал каждый день. 30. Когда ваш рацион включает большое количество неполезных напитков, хлеба и меда, это только вопрос времени, когда у вас появятся лишние килограммы. В сочетании с отсутствием ручного труда это приводило к ожирению и ухудшению здоровья многих фараонов. Одним из наиболее ярких примеров является царица Хатшепсут, жившая в 15 веке до нашей эры. Ее саркофаг изображал ее стройной, потому что кто посмел бы сказать иначе, но у историков есть основания полагать, что она страдала ожирением и теряла волосы. 31. Наверняка вы слышали про 10 заповедей и историю Моисея, который получил их от Бога. Описывая это событие, Библия упоминает гору Синай как место, где все это произошло. Однако в книге Второзакония это место называется Хариф. Ученые склонны считать, что оба эти названия относятся к одному и тому же месту. 32. Если вы представляете себе царя Тутанхамона как взрослого, умудренного опытом человека, то это ошибочное представление. Великому фараону было от 8 до 9 лет, когда он взошел на трон, выбрав имя Нибхи-Перури. Его правление продолжалось примерно 9 лет,
прежде чем он умер. 33. Думаете, татуировки придумали рок-музыканты? Или пираты? Заглядывайте дальше. Когда ученые использовали инфракрасное изображение и радиоуглеродный анализ двух мумий Гибелейна, они обнаружили то, что, по их мнению, считается самыми ранними фигурными татуировками. Они до сих пор не уверены, какую цель или значение имели татуировки в Древнем Египте. Две мумии, у которых были обнаружены тату, датируются периодом с 3351 по 3017 год до нашей эры. 34. Египетские фараоны играли двойную роль в стране. Как короли, они возглавляли государство, издавали законы, собирали налоги, вели войны и контролировали всю территорию. Кстати, по закону вся земля в стране принадлежала фараону. Другая роль заключалась в том, чтобы направлять свой народ в качестве религиозного лидера. Это подразумевало поддержание религиозной гармонии и участие в церемониях. В качестве религиозного лидера фараоны рассматривались как божественные посредники между богами и людьми. 35. Каждый второй турист, приезжающий в Египет, отправляется посмотреть на пирамиды на плато Гиза. Эти три огромных сооружения, служившие последней гаванью для фараонов Кеопса, Хефрина и Менкауры, хотя и становятся все более известными, не единственные пирамиды, которыми может похвастаться Египет. На самом деле в стране в общей сложности насчитывается 118 пирамид. 36. Вы наверняка знаете о проклятии мумии, подразумевающем, что каждый, кто приблизится к гробнице фараона или, не дай бог, откроет ее, умрет ужасной смертью. Мир впервые услышал о проклятии в 1922 году, когда археологи обнаружили гробницу царя Тутанхамона в долине царей, недалеко от Луксора. Считалось, что иероглифы на стене царской гробницы налагают смертельное проклятие на всех вокруг. 37. Географически Египет занимает очень выгодное положение. Расположенный между Средиземным и Красным морями, Египет на протяжении веков играл стратегическую роль в торговле и коммуникациях с древних времен. Суэцкий канал был построен во второй половине XIX века, чтобы соединить оба моря и позволить кораблям легко перемещаться между Азией и Европой. 38. То, как египтяне мылись, зависело от их социального класса. Египтяне мылись ежедневно, однако методы, которые они использовали, различались в зависимости от их социального класса. У богатых было специальное помещение, где они могли помыться в своих домах. Их слуги носили воду из реки Нил для этих целей. В некоторых домах высшего сословия также были места для мытья ног, которые были сделаны из дерева, камня или керамики и использовались для ополаскивания и мытья стоп, поскольку большинство людей не носило обуви. Египтяне использовали натуральный минерал под названием натрон, декагидрат карбоната натрия, а по-обычному кристаллическую соду, в качестве мыла и наносили увлажняющие крема, чтобы смягчить кожу после купания. Представители низших классов, составлявшие большую часть египетского общества, купались в Ниле. 39. Древние египтяне разработали 12-месячный календарь, который мы используем сегодня. Это был солнечный календарь с 365 днями в году. Деление немного отличалось от современного календаря. Времен года было всего 3, по 120 дней в каждом. Каждый сезон был разделен на 4 месяца, по 30 дней. Вдобавок существовал промежуточный месяц из 5 ипогоминальных дней, который рассматривался как выходящий за пределы основного года. Первоначально месяцы нумеровались в пределах сезона, но часто именовались по названиям их основных праздников. Месяцы также делились на 3 декады по 10 дней. 40. Несмотря на то, что царь Тутанхамон был очень молод, когда умер, он все же дал жизнь 2 дочерям. Обе умерли в младенчестве, и их имена не были упомянуты на гробах, поэтому они вошли в историю как мумии 317А и 317Б, имена, которые дал им Говард Картер во время своих раскопок. Исследования показали,
что у 317-Б была деформация Шпренгеля, когда одна лопатка на спине выше, чем другая, и расщелина позвоночника. Мумия 317А родилась недоношенной на 5-6 месяце беременности. Нет никаких сведений об их матери, но считается, что это была Анхисинамун, единственная известная жена царя Тутанхамона. 41. Чего от фараона не ждешь, так это революции, но именно это и сделал царь Эхнатон. Его правление, характеризовавшееся социальными, политическими и религиозными потрясениями, до сих пор считается одним из самых противоречивых за всю историю Древнего Египта. За чуть менее 2 десятилетия пребывания на троне Эхнатон предпринял попытку религиозной революции, поскольку он вводил новые религиозные аспекты, попытался стереть имена и изображения некоторых традиционных богов Египта, внедрил новую форму архитектуры, пересмотрел свой царский художественный стиль и перенес столицу Египта в ранее незанятый район. 42. Когда смотришь на древнеегипетские иероглифы, они кажутся очень красивыми, но в то же время невероятно сложными. И они на самом деле довольно сложные. Сочетая логографические, слоговые и алфавитные элементы, древнеегипетская система письма включает около 1000 различных символов. Если этого было недостаточно, у них также были скорописные иероглифы, которые использовались для религиозной литературы на папирусе и дереве. Многие современные письменности были основаны на египетской иероглифической письменности, некоторые из наиболее известных включают латиницу, кириллицу, через греческий язык и арабское письмо. Также вполне возможно, что семейство брахмических письменностей было основано на иероглифах. 43. Помимо известных иероглифов, у египтян была еще одна форма письма, называемая иератической. Некоторые историки считают, что концепция письменного слова была принесена в Египет из Месопотамии, где и была разработана. Иероглифы, хотя и были полностью египетского происхождения, были довольно трудоемкими для написания. Поэтому был разработан еще один, более быстрый вариант. Иератическое письмо состояло из упрощенных версий иероглифов, его название переводится как «священное письмо». 44. Чтобы не завелись вши, и мужчины, и женщины брились наголо. У египтян, как и у всех древних и не очень древних людей, всю дорогу были проблемы с вшами. Древние египтяне принимали некоторые меры, чтобы избавиться от этого, и были они достаточно радикальными. Места, где могли поселяться вши, брили очень острыми ножами и бритвами. Делали это и мужчины, и женщины. Но тут появляется проблема. Под палящим южным солнцем без головного убора не походишь, легко поймать солнечный удар. Решение было элегантным. Богатые древние египтяне начали носить парики и менять их, как только в них заводилась неприятная живность. Обычные жители Древнего Египта не обладали такими возможностями, поэтому они носили платки вместо париков или делали похожие на парики головные уборы из папируса. Кстати, несмотря на все эти усилия, по данным археологов, египтяне так и не смогли полностью избавиться от вшей. 45. Они использовали дезодорант, чтобы предотвратить неприятный запах тела. Египтяне использовали травы и натуральные ингредиенты, чтобы контролировать запах тела. Они делали специальную пасту из трав и цветов, смешивали ее с маслом и наносили на подмышки. Историки обнаружили, что ингредиенты этой смеси состояли из веществ, аналогичных содержанию дезодоранта. Египтяне не просто использовали дезодоранты для тела. Некоторые женщины добавляли в воск ароматизаторы. Таким образом, благодаря солнцу и теплу воск распространял приятный запах, когда таял. 46. Египтяне освежали дыхание мятой и травами. Свежее дыхание было важно для древних египтян, даже сейчас не все это понимают, но тогда почему-то знали это лучше. И они нашли способы удалять неприятный запах изо рта. Так, для этого они часто жевали травы, например, петрушку, в течение дня или после еды. Египтяне также использовали мяту для освежения дыхания. Они смешивали ароматные специи, такие как мята и корица, орехи, кешью и мед.
Смесь грели на огне, чтобы сделать конфетки. Историки считают, что часть посуды, найденной в одном древнеегипетском доме, могла быть сахарницей, в которой хранились эти конфеты. 47. Обрезание в Древнем Египте для очищения перед божествами. Существуют различные исторические примеры обрезания в древнеегипетской культуре, в том числе скульптуры и картины на стенах гробниц. Некоторые историки считают, что эта практика была по большей части религиозной. Так, исследователи обнаружили на надписях в храмах и гробницах, что мужчинам, не прошедшим процедуру, было запрещено входить в храмы, потому что эти люди не считались чистыми. 48. У богатых египтян были даже туалеты. Туалеты богатых египтян были сделаны из известняка. Этот камень помещался поверх ящика, наполненного песком. Обычные люди в те времена и мечтать о таком не могли, по старинке вырывая выгребные ямы у себя на участке. Древние люди также использовали Нил для купания, стирки одежды и даже набора питьевой воды. Поскольку у древних египтян не было канализационной системы, отходы и мусор также складывали в выгребные ямы. Так как тогда в Египте не было санэпидемстанций, все нечистоты стекали в Великую реку и загрязняли сельхозугодья, на которых люди выращивали пищу. Несмотря на все усилия египтян по очистке, много людей погибло из-за антисанитарии, вредителей, паразитов и болезней, переносимых насекомыми. 49. Они стирали одежду в реке Нил. На протяжении большей части египетской истории люди не нуждались в большом количестве одежды, но в более поздние времена ситуация изменилась. Поскольку цвет одежды, который они носили, был белым, одежда очень быстро пачкалась. Поэтому белье приходилось стирать чаще. Но стирать белье было непросто. Одежду нужно было выбить, прополоскать, вывернуть и замочить вручную, чтобы удалить загрязнения. В некоторых местностях и странах так делают по сей день. Вот почему в Древнем Египте стиркой занимались мужчины. Богатые нанимали работников для стирки, но низшим классам приходилось самим ходить на Нил для стирки одежды. Вода не была особенно чистой, так как многие люди также использовали реку для выбрасывания мусора, мытья, да и нечистоты, как мы говорили выше, стекали в основном в реку. Также существовала опасность того, что люди, стирающие одежду в реке, могут быть ранены или убиты бегемотами, или схвачены затаившимися крокодилами. 50. Древние египтяне использовали зубную щетку и зубную пасту. Древние египтяне использовали для чистки зубов натуральные природные вещества, такие как соли, соцветия и мяту. Сначала они просто пальцами втирали эту смесь в зубы, но затем начали делать подобие зубных щеток, используя тонкие полоски растений и палочки. И хотя у них не было пищи, которая портила бы зубы, такой как сахар, например, эмаль приходила в негодность из-за обычного песка, который вызывал износ их зубов, попадая им в рот, к примеру, вместе с пищей. А еще историки обнаружили свидетельства стоматологического лечения зубов. Например, пломбирование и фиксации расшатанных зубов при помощи специальных шин. Кроме того, у нескольких мумий во рту были обнаружены зубы, которые им не принадлежали. Это было протезирование. 51. Богатые делали себе маникюр. Состоятельные египтяне и фараоны нанимали маникюрщиц, которые приводили их ногти в порядок. Эти мастера маникюра использовали пилочки и маленькие ножички и занимали особое место в обществе. Эта должность была настолько почетной, что после смерти ее указывали на могиле. Также люди, и мужчины, и женщины, красили ногти хной в оранжевый и желтый цвета. Простолюдины не могли позволить себе нанять мастеров маникюра, но и они использовали крема и мази, чтобы ухаживать за ногтями на ногах для предотвращения грибка и трещин. Обувь могли позволить себе далеко не все, и многие египтяне, в том числе знатные, часто ходили босиком, особенно у себя дома. И чтобы защитить ноги от солнца и насекомых, они наносили на ступни специальные мази. 52. Они готовили еду на земле и использовали воду из реки Нил для питья. Древние египтяне использовали великую реку Нил для многих своих целей, в том числе и как источник питьевой воды,
Довольно странно, учитывая, что все стекало туда же. Но это пустыня, и вода здесь на вес золота. Берега реки Нил были очень плодородной землей для выращивания пищи, но поскольку люди в ней купались, болезни и микробы попадали также и в пищу. Люди низшего сословия работали прямо на земле, например, перемалывали зерно для приготовления хлеба. Кроме того, если в их доме не было кухни, они готовили пищу в комнатах или на крышах. Из-за этого вредители часто наводняли дома и места хранения продуктов. После того, как трапеза заканчивалась, они мыли посуду опять же водой из Нила. 53. Чувство юмора. Сегодня мало что известно о древнеегипетском юморе, но это совсем не значит, что у древних оно отсутствовало. Так, в Фивах около 2000 года до нашей эры резчик на стене гробницы создал изображение умершего визиря фараона. Он был очень важной особой при жизни и, скорее всего, должен был быть изображен с благородным лицом. Но художник придал визирю удрученный взгляд с поднятой бровью, будто Даги был удивлен, что он умер. Резьба, выполненная во время правления Аменхотепа III 1389-1349 года до нашей эры, показывает песца и бабуина. Это животное ассоциировали с Тотом, богом письменности. У бабуина весьма смешные брови. Не сдерживали сарказм художники, и когда изображали врагов Египта. Мемориальная доска из слоновой кости показывает пленного ассирийского принца с глупым видом и выпученными глазами. Напряженные отношения с нубийцами, вероятно, заставили художника сделать рельеф, показывающий нубийца с преувеличенными и нелепыми чертами лица. 54. Артрит. Когда исследователи недавно изучили останки тех, кто создавал и украшал знаменитую долину царей, они обнаружили что-то странное. Примерно 3500 лет назад большинство резчиков и живописцев, которые украшали могилы фараонов, были родом из деревни Дейр-эль-Медина. Обычно у художников со временем появляются проблемы с руками. Остеоартрит среди исследованных останков мужчин гораздо чаще был распространен в лодыжках и коленях. После изучения древних записей этой деревни, причина была раскрыта. Несмотря на тяжелый труд в некрополе, люди не хотели ночевать на костях и каждый день ходили ночевать в другое место. В течение недели они жили в хижинах возле королевских гробниц, а дорога к ним вела через крутой холм, на который дважды в день приходилось подниматься и спускаться. В конце недели мастера отправлялись в Дейр-эль-Медина, к которому нужно было добираться 2 километра по холмам. В понедельник они снова возвращались к некрополю. Это продолжалось годами, а для некоторых людей – десятилетиями. По всей вероятности, столь длительные переходы и привели к появлению болезни, несвойственной для данной профессии. 55. Рацион. О кулинарных рецептах древних египтян, вероятно, уже никто и никогда не узнает. Не было найдено никаких записей, но узнать о том, чем питались египтяне, можно из произведений искусства того времени. Некоторые ингредиенты употреблялись всеми классами, но ряд продуктов простолюдинам был запрещен. К примеру, копчение рыбы было строго уделом жрецов. Зато ежедневной пищей всех слоев общества были напиток из солода и хлеб. Хлеб заквашивали в воде, получая мутный напиток, который был существенной частью рациона низших классов. В дополнение к зерновым блюдам, таким как каша, в рацион входили мясо, мед, финики, фрукты и дикорастущие овощи. Рабочие ели только 2 раза в день. На завтрак у них был хлеб, напиток из солода, а иногда и лук. На обед к этому добавляли приготовленные овощи и мясо. Жрецы и фараоны питались несоизмеримо лучше. В гробницах были найдены изображения банкетов, где столы ломились от вина, газелей, запеченных в меду, жареной птицы, фруктов и десертов. 56. Зерно. Денежная система Древнего Египта до конца непонятна. Раньше считалось, что она была основана на бартере без какой-либо формы валюты. Но этот вывод был сделан исключительно по сохранившимся изображениям, на которых был показан обмен товарами. Хотя торговля безусловно существовала, она не могла поддерживать коммерческую систему государства,
настолько обширной. Одним из основных товаров было зерно, которое выращивалось в массовом масштабе. Избыток зерна хранился в сети силосов по всему Египту и использовался для оплаты труда рабочих, которые работали над крупными общественными проектами. Но, к примеру, что было делать, если кто-то хотел купить дом? Ведь в данном случае мешком с зерном не обойдешься. Древние египтяне работали с единицей стоимости, называемой шат. Данный валютный стандарт существовал еще в Древнем Царстве 2750-2150 года до нашей эры, но сегодня никто не знает, что это было. Известно лишь, что один шат стоит 7,5 грамма золота. 57. Семья. В Древнем Египте приветствовалась традиционная семья с большим количеством детей. Девушки обычно выходили замуж в раннем подростковом возрасте. В то время как примеры брака по любви действительно встречались, брак был в первую очередь способом взаимопомощи в существовании для мужчины и женщины. Мужчина считался несовершенным, пока он не женился. Фрески традиционно изображают мужчин темными, от работы на свежем воздухе, а женщин бледными, поскольку они только вели домашнее хозяйство. Египетские жены рожали много и часто, поэтому они постоянно сталкивались с опасностями, которыми им грозили роды. Эффективной контрацепции не существовало, а акушерки ничего не могли сделать, если что-то шло не так во время родов. Младенцев кормили грудью до 3 лет. Мальчиков рано начинали обучать рабочим профессиям, а девочек уходу за детьми, кулинарии и шитью одежды. Ожидалось, что старший сын, а если его не было, то дочь, позаботится о своих пожилых родителях, а когда придет время, достойно похоронит их. 58. Равенство полов. Египетские женщины занимались не только домашними делами, при желании они могли работать и иметь собственность. Если в Древнем Риме женщин даже гражданами не считали, то в Египте женщины могли жить даже без мужчины-опекуна. Они могли инициировать развод и обращаться в суд. Женщин не принуждали к браку, они могли составлять и подписывать юридические документы и строить свою карьеру. Тем не менее, в большинстве высших профессий доминировали мужчины. Лишь небольшой процент женщин стал почетными жрицами, книжниками, целителями и фараонами. По сути, первым регионом, в котором были расширены права женщин, был Древний Египет, а не Запад, как считают многие. 59. Инвалиды. В древнем мире о полноценной медицинской помощи речь просто не шла, а психические заболевания считали настолько постыдными, что китайские семьи скрывали слабоумных членов семьи от общественности. В Греции же их бросали на произвол судьбы, и они бродили по улицам. В Древнем Египте к таким людям было совершенно другое отношение. Местные моральные писания учили уважению к тем, кто имеет физические недостатки. Карлики не рассматривались как инвалиды и часто работали помощниками, надзирателями, опекунами, художниками и артистами. Среди скелетов Дейр-эль-Медина, деревня художников в долине царей, были найдены останки молодого человека, который родился с атрофированной ногой. Как показала экспертиза его останков, этот человек отнюдь не был изгоем, а хорошо жил и занимал высокое положение. Что касается психических заболеваний, то египтяне вместо того, чтобы обвинять или порицать подобных пациентов, старались адаптировать их в обществе. 60. Насилие. На многих произведениях искусства того периода задокументированы сцены из домашнего быта. И хотя выглядят они весьма идеалистически, и юридическое равенство действительно имело место в древнеегипетском обществе, насилие в отношении женщин и детей оставалось реальностью. Ученым стали известны ужасающие случаи. Так, у 2000-летнего скелета малыша в оазисе Дахлех были переломы спины, таза, ребер и рук. Некоторые из них были старее других и кости срослись, что является классическим признаком долгосрочного физического насилия. В древнем городе Абидос была обнаружена 4000-летняя жертва. Женщине было около 35 лет, когда она получила смертельное ранение в спину. Исследование ее костей выявило, что женщина всю жизнь подвергалась физическому насилию.
У нее были старые и новые переломы, которые явно свидетельствуют, что несчастную неоднократно пинали или били по ребрам. На ее руках также были травмы, возможно, от попыток защититься, поскольку ее обидчик, явно в течение очень долгого времени, был рядом с женщиной, он мог быть ее мужем. 61. Несмотря на то, что большинство женщин были домохозяйками, некоторые из них, преимущественно из низших слоев общества, работали наравне с мужчинами, они трудились на мукомольнях и предильнях, варили напиток из солода и замещали мужа в лавке, пока тот был в поле. А знатные египтянки имели возможность получить образование и в исключительных случаях могли занимать высокие должности, от песцов и врачей до жриц женских божеств и правителей государства. 62. Кормилицы пользовались особым почетом и даже приравнивались к божествам. Несмотря на достаточно развитую по меркам тех времен медицину, деторождению не уделялось должного внимания, и многие женщины умирали прямо во время родов. А в условиях жаркого климата грудное вскармливание имело особую значимость, молоко предотвращало обезвоживание младенца. Поэтому богатые семьи часто заключали договор с кормилицей, согласно которому в случае смерти роженицы она обязывалась ухаживать за ребенком. 63. В Древнем Египте не отмечали дни рождения. Их праздновали лишь фараоны, но не так, как мы с вами. Они устраивали праздник в день своей коронации, после которой они приравнивались к божествам. 64. Имя человека хранилось в секрете на протяжении всей его жизни. Если кто-то узнавал его, то он, согласно поверью, мог магическим путем воздействовать на человека, поэтому в обиходе египтяне использовали прозвища, так называемые добрые имена. Кстати, по этой же причине многие фараоны, восходя на престол, брали себе имена великих предшественников, так как считали имя гарантом собственной безопасности и проводником в вечность. 65. Египтяне боялись умереть за пределами родины, так как верили, что лишь будучи похороненными в священной долине Нила, они могут возродиться, а их душа благополучно перейдет в загробный мир. Именно по этой причине жители Египта, в отличие от других древних народов, мало путешествовали и не могут похвастаться впечатлениями о других странах, как, например, те же греки. Теперь предлагаем перейти к интересным фактам о современном Египте. 66. Египет на протяжении тысячелетий практически не меняет своих границ. Большинство владений находится в Северной Африке, и часть в Азии – это Синайский полуостров. Он омывается на севере Средиземным морем, а на востоке – Красным. Граница с юга и запада образует практически прямую линию, это от того, что идет она по пустыне. Это сегодня самая большая и сильная держава в этом регионе. 67. Люди проживают только на 10% всей территории, это побережье морей и долина реки Нил, остальное пустыня с несколькими обитаемыми оазисами. На карте зеленые зоны с плодородной почвой. 68. В Древнем Египте был другой климат, сегодня дождей нет и земля высохла. По территории всей страны, площадью в 1 000 000 квадратных километров, проходит только одна река Нил, вторая по длине во всем мире. Она протекает через 9 стран Африки и в Египте впадает в Средиземное море, разветвляясь на 2 притока дельту. Именно здесь и выращивается большинство продукции земледелия для всей страны и на экспорт. 69. Сейчас население Египта более 100 миллионов человек. Это самая большая по населению арабская страна. 70. В Египте после фараонов постоянно были у власти оккупанты – Рим, Персия, османы, французы и англичане. За тысячи лет оккупации и войн после этого Египет очень ослаб. Последняя оккупация Англией продлилась 82 года и закончилась провозглашением республики, захватом власти военными в середине прошлого века. Военные правят уже больше 70 лет. 71. В египетских школах не учат историю фараонов. Хотя местные в недоумении почему. Видимо, это негласное решение забыть о своей истории и корнях,
чтобы было легче управлять людьми. 72. В Египте строится новая административная столица. Это целый город, куда планируется перенести все стратегические объекты страны, военные ведомства, министерства, парламент, все посольства, научные институты, некоторые офисы мультинациональных корпораций. Также строятся кварталы элитной недвижимости. Строительство активно ведется уже 5 лет, и сюда тратится половина бюджета страны и деньги налогоплательщиков. На макете город будущего выглядит так, как вы видите на экране. 73. Египтян до недавнего времени не пускали в отели в Хургаде и Шарме, так как они были ориентированы на иностранных туристов. Каждое турагентство бронировало часть номеров для себя и продавало туры в страны, с которыми сотрудничает. Только последние несколько лет египтяне уже могут забронировать себе номер в отеле в своей же стране и приехать на отдых, хотя до сих пор многие предпочитают снимать квартиру в Хургаде посуточно. 74. Для египтян номер в отеле стоит дороже, чем для иностранца, прилетевшего по туру. Египтяне платят только за размещение в отеле и питание, что в сумме выходит так же или чуть дороже, чем для туриста, который платил еще и за перелет. Если египтянин живет в другой стране и прилетает в Египет по туру, на ресепшене, предъявив паспорт Египта, он платит разницу. То есть он должен заплатить больше иностранца. 75. В Египте выращивают уникальный длинноволокнистый хлопчатник, из которого делают отличный хлопок. Его практически в полном объеме выкупает Великобритания и делает ткани. Также в Египте тоже шьют из этого хлопка одежду и текстиль и продают под западными марками. 76. Египтяне очень суеверны, боятся сглаза и не выставляют свою личную жизнь на показ даже родственникам. Гости не заходят дальше гостиной. Это связано с религией и обычаями. 77. Египтяне очень чтят семейные ценности, традиции, религиозные предписания. Также для них очень важен этикет при встрече. Египтяне щедрые и гостеприимные. Но есть обычаи. Например, если они устраивают обед дома, гости соблюдают нормы приличия за столом, едят мало, боясь показаться некультурными и обжорами, а хозяева при этом настаивают на угощении и не выпускают из-за стола, пока гости не съедят все. В воспитании детей важно привить культуру уважения к родителям, старшим. Они должны себя вести смирно и вежливо, даже если в гости пришли родственники. Мужчины вообще не проходят в доме или квартире хозяев дальше гостиной, чтобы не стеснять женщин. Всех приучают этим правилам с детства. 78. Египтяне очень любят куда-то выезжать компаниями, друзей или семьями. Часто назначают встречи в ресторане или кафе, заказывают стол для большой компании. После обеда мужчины долго спорят, кто будет платить по счету, так как привыкли по традиции, что каждый стремится заплатить за гостя сам. Редко договариваются поделить счет пополам, обычно кто-то доплатит сам, угощая остальных, а у второго остается шанс в следующий раз пригласить эту компанию в ресторан за свой уже счет. Если египтяне собираются семьями дома у кого-то на обед, то договариваются заранее на дату. Также часто заходят ненадолго с визитом на чай, приносят фрукты, сладости. Обычно планируют визит вне обеденного времени, чтобы не стеснять хозяев. 79. В Египте не принято дарить дорогие подарки. Достаточно символических. 80. Египтянки могут не носить платок, и это никак не регулируется законами и конституцией, в отличие от Саудовской Аравии, Пакистана, Афганистана, Палестины, Ирака и некоторых других исламских государств, у которых есть своя, так сказать, униформа для женщин, основанная на их старинных традициях. 81. В Египте есть женщины, которые носят паранджу, черное одеяние с закрытым лицом. Это в основном население деревень или представители религиозных семей. Они считают, что так они оградили себя от внешнего мира, типа как монахини, но имеют свою семью и обычную жизнь,
даже обедают в ресторанах. Большинство переняли этот вид одежды от арабов из Саудовской Аравии, так как очень много египтян ездят туда на заработки. Там египтян очень много, наверное, больше, чем в Европе. Их жены тоже ездят с ними на время работы или перенимают взгляды жителей Аравии от рассказов мужей. В Хургаде можно увидеть много женщин в парандже, в бедных кварталах. Также еще одеваются попрошайки, чтобы скрыть лицо. 82. Египтяне живут в стране с 2 морями и Нилом, но большинство плавать не умеет. 83. В Каире построен новый большой музей, хотя его открытие много раз переносили. Это огромная территория у пирамид. Музей сделали интерактивным, разделенным на части, каждая из которых посвящена разным периодам истории Египта. Теперь туристам в Каире можно посетить музей и пирамиды в одном месте. Старый музей в центре Каира останется, но там будет что-то другое. Мумии перевезли на торжественной процессии в новые музеи. 84. В Египте практически нет ничего бесплатного или общественного, бесплатных парков, пляжей, детских садов. Есть только государственные больницы и школы, но их очень мало и государство совсем не выделяет на них деньги. 85. В Египте больше 50% населения пользуется частной медициной, и дети ходят в частные школы. 86. В Египте для работы в банке, особенно негосударственном, нужно в совершенстве знать английский или французский, так как документация часто идет на иностранном языке. В банках работают преимущественно женщины. 87. В Египте сегодня около 30% неграмотного населения. Это бедные жители деревень, в которых или нет, или очень мало государственных школ, и там нет учителей. В классах многих деревенских школ по 2-3 учителя и по 80 человек на класс. Это все из-за полного игнорирования властями программы государственного образования. Оно просто слило образование в частные руки. Пока во главе армия и режим диктатора, этого никто не в силах изменить. 88. В Египте всего более 60 тысяч школ. В государственных вообще нет места ученикам. 89. В частных школах обучение стоит в месяц от $100, что для многих очень большая сумма. 90. Все египетские школьники дополнительно ходят на частные уроки по школьной программе. Учителя заинтересованы в репетиторстве из-за низкой зарплаты и на уроках ничего не объясняют. В платных английских школах материал слишком сложный, и родители не в силах помочь детям. В итоге дети из бесплатных госшкол дополнительно платят за частные уроки, как и ученики платных школ, так как нуждаются в помощи преподавателя усвоить трудные уроки. 91. В египетских вузах на медицинских специальностях учатся только на английском языке и по британским учебникам. Это повелось еще со времен английской оккупации. Чтобы поступить в медвуз, сдают итоговый экзамен в школе, и если балл проходной, поступают на бюджет. В другом случае поступают в частный вуз и учатся платно. Многие с плохими результатами предпочитают приехать учиться в медвузе в постсоветские страны и учиться на английском или русском, так как в Египте платные медвузы стоят дороже. Проходной балл для медицинских факультетов нескольких вузов страны самый высокий. Поступить в мед – мечта большинства египтян, особенно родителей абитуриентов. 92. Городские жители практически все посещают школы, в большинстве частные, недорогие, дорогие или элитные международные. Все выпускники школ продолжают учиться в высших учебных заведениях. Сейчас все девушки, которые вообще ходили в школу, имеют высшее образование. Будут ли они работать после этого, уже зависит от удачи найти хорошую работу. 93. Столичный Каирский университет включает множество факультетов, часть на родном арабском языке и часть на английском, инженерные, медицинские, коммерческие, искусство. Учеба бесплатная. На большой территории университета есть лужайки, кафе, концертный зал.
Само главное здание имеет историческую ценность. 94. Женщины в Египте не работают уборщицами, в обслуге магазинов и ресторанов, они никогда не работают разнорабочими по ремонту, мало можно встретить официанток или поварих. Женщины предпочитают работать в офисе и на самых разных должностях. Они охотно работают врачами, медсестрами, в салонах красоты, банковскими служащими, учителями, преподавателями в вузах, дизайнерами, журналистами и юристами. Это не странно, так как практически все после школы учатся в вузах. Сегодня уже чаще встречаются девушки-кассирши в гипермаркетах, на ресепшене отеля, продавщицы в магазинчиках и бутиках, программисты-женщины. Почему туристы их не видят? Это потому, что египтянки не хотят работать на улице и в обслуживании. Но достаточно зайти в любой банк или клинику курортного города, в торговый центр, салон красоты или в паспортный стол для продления туристической визы, как можно увидеть практически одних женщин. 95. Египет 60-х, 80-х годов был практически копией западных стран. Женская мода была одинакова с Западом и СССР, не носили платки и ходили в коротких юбках. 96. Египтянки-христианки не покрывают голову платком, но носят более закрытую одежду, чем христиане в Европе и России. Они даже купаются в закрытых купальниках или в шортах и футболке. Их семьи тщательно следят за нравами девушек и выдают замуж девственницами, чем похоже с мусульманами. Кстати, копты женятся только на ортодоксальных, то есть православных, христианах. На католиках и протестантах не женятся, считая их неправильным течением, а остальных западных христиан не уважают за пренебрежение догматами религии. Считают себя более религиозными, как старообрядцы. Но туристам этого ни за что не скажут. Копты тоже празднуют Рождество и Пасху в Египте. 97. В Египте налажено собственное производство бытовой техники, кондиционеров, микроволновок, холодильников, стиральных машин-автомат, газовых плит, ЖК и LCD-телевизоров, вентиляторов, мелкой кухонной техники и так далее. В продаже множество техники, произведенной на египетских заводах по лицензии известных брендов, как Carrier, Toshiba, Sharp, Zanussi, а также собственных брендов, но с частичным использованием импортных деталей, корейских, японских, американских или китайских. Египет делает все, кроме мобильных телефонов и компьютеров. Чистого импорта готовой заграничной техники нет. Собственное производство покрывает потребности и даже продается на экспорт в ближайшие страны. Техника отличного качества. 98. Такими плитами пользуются египтяне дома. 5 комфорок и огромная духовка. В продаже есть и обычные 4-комфорочные газовые плиты и электроплиты, но они не пользуются большим спросом. 99. В Египте вся мебель из дерева. Очень мало из МДФ или ДСП. Дерево импортное. Производители мебели, мягкой и корпусной, это небольшие фабрики и кустарные производства. В основном это семейный бизнес плотников. Также есть целый город Дамиат на севере Египта, который знаменит производством мебели. Стиль мебели в Египте сейчас – это классика с позолотой, арабский стиль с узорами-арабесками и простой модерн. 100. В Хургаде в последние годы наблюдается массовое переселение коптов-христиан. Их с каждым годом переезжает из других городов все больше, перевозят семьи и знакомых. Если эта тенденция сохранится еще пару лет, в Хургаду переедут почти все копты-египтяне. 101. В Египте добывают полезные ископаемые, которые идут на строительные материалы. Египет богат алюминием, гранитом, мрамором, кварцем, известняком. Также добывают природный газ, что идет и на экспорт, а также нефть. Недавно было открыто новое место залежей нефти в шельфе Средиземного моря. Сегодня там идет активная добыча нефти. Египет поставляет на экспорт стекло, цемент, облицовочные стройматериалы и химикаты, а главное – керамическую плитку и керамогранит, мрамор и фарфоровую плитку. 102.
Суэцкий канал увеличили в 2 раза, построив дополнительный канал, что позволило удвоить количество судов, которые через него проходят, соответственно увеличить прибыль. На сегодня это первая статья доходов в государстве. 103. Чего боятся египтяне? Полиции. Это структура, которую практически никто не контролирует. Во главе страны армия. Президент и все главы назначаются из числа генералов. Также они в последние годы монополизировали почти все крупные государственные и частные объекты, поэтому контролируют все. 104. На главенствующие должности выбирают только физически здоровых людей. Кандидат в президенты и губернаторы сдают анализы. Если в период службы кто-то заболел, например, диабетом, сердечной недостаточностью и прочими хроническими болезнями, их снимают с должности преждевременно. 105. В Египте земля, вблизи к городской инфраструктуре, воде, проведенному электричеству, очень дорогая, а в пустыне практически бесплатная, но она никому не нужна. 106. Абсолютное большинство египтян – верующие. Это около 90% мусульман и 10% православных коптов. Атеистов практически нет. Но строго придерживается всех правил своей религии большинство, то есть более 60%. Остальные верят в Бога, но грешат и знают об этом. 107. В Египте нет ЖКХ, нет районных депутатов и советов, нет коммунальщиков, которые бы следили за благоустройством улиц по районам. Поэтому разбитые тротуары после бульдозера, яму на дороге или обвалившиеся ступени люди обязаны ремонтировать сами или оставить как есть. 108. Мусороуборочные машины собирают мусор по контейнерам с главных улиц. Проулки и бесконечные лабиринты улочек городов они не обслуживают. В Хургаде монополия на уборку мусора у компании Хэпко. Она же следит за очисткой моря и побережья, за следованием правилу не продавать пластиковые пакеты и заменить их тканными. 109. Египтяне не имеют дачи, вместо этого квартиры для отпуска у моря, которые они могут купить или просто постоянно арендовать, а также виллы с территорией и зеленым участком. В среднем дорогой участок занимает 3-5 соток. Есть меньше. 110. Египетское село осталось в своем первозданном виде только в отдаленных местностях. Вблизи городов оно постепенно перерастает в подобие города. Каждый владелец участка строит дом на 2-4 этажа, разделенные на квартиры. Загородный дом с общей гостиной и комнатами, общими зонами – это только вилла. 111. У египтян нет маленьких кусков земли, у дома в селе. У многих в селе просто квартирка в старом доме, и нет земли. А если земля есть, то она на большом поле, где у многих есть своя часть. 112. В Египте нет маленьких квартир. Однокомнатные квартиры или квартиры-студии на 30-50 квадратных метров стали строить только в последнее время на курортах, особенно в Хургаде. В городах квартиры 3- или 4-комнатные, метраж от 85 до 250 квадратных метров. 113. Курортные города в Египте – это Шарм-эль-Шейх и Хургада, для иностранцев на Красном море, и еще десяток городов, куда ездят египтяне и арабы из Аравии. На Средиземном море есть новая область, которая называется Северное побережье, там очень дорогие отели и отпускное жилье в комплексах и виллах элит-класса, намного дороже и роскошнее, чем в Шарме или Хургаде, но туда наших туроператоров не приглашали. 114. У египтян год всегда соответствует расписанию учебы в школах. Как только начинается учеба с конца сентября и до конца семестра в конце января, а потом после каникул через 2 недели и до мая, практически никто не ездит в отпуск, только одинокие или молодожены. Все отпуска летом, в другое время года никто не берет и никуда не ездит. 115. В последнее время процент одиноких людей и разводов в Египте, как и во всем мире, стал больше. Женщины стали еще более переборчивы в выборе жениха и подняли ставки на Колым.
К сожалению, долгие переборы заканчиваются тем, что женщины все больше выходят замуж после 35 или остаются не замужем. 116. Очень небольшая доля египтян-мусульман женится более, чем на одной жене одновременно. Многоженство непопулярно. Причины того – много условий насчет этого по закону религии, а также желание иметь только одну жену. К тому же все больше мужчин-египтян сегодня остаются холостяками, так и не найдя подходящей жены. Это глобальные процессы, что прослеживаются во всем мире. 117. В Египте женщины имеют те же права, что мужчина, по Конституции. Женщины могут учиться и работать, выбирают себе мужа. Здесь патриархальная система, но это не запрещает женщинам делать то, что им разрешает закон. Религия также не принуждает женщину закрыться дома и выходить только в сопровождении и в парандже. Такие традиции есть у арабов и персов, но это не правила религии, а их личные привычки. 118. Девушки традиционно носят хиджаб, покрывают голову шалью и одевают одежду, которая закрывает тело, она не должна обтягивать тело или просвечиваться, открывать шею, грудь, руки и ноги. Носят длинные юбки или платья, брюки и джинсы с туниками. В моде многослойность в одежде. Если девушка не хочет носить платок и ее семья не против, она его не носит. Но одежда все равно будет закрытая, в том числе и у христианок-коптов. 119. Мусульмане по религии могут развестись, инициатором может выступить хоть мужчина, хоть женщина, через суд. Православные христиане-копты чтят христианские догматы церкви и не имеют права на развод. Копты женятся один раз в церкви, развод разрешен только в редких случаях, уличение в измене с понятыми. 120. Куда едут египтяне отдыхать? Население столицы перебирается на средиземноморские курорты Александрию, Марса-Матрох, Северное побережье, Порт-Саид. К Красному морю едут в Суэц, Сохну и Хургаду, особенно последние пару лет, как только поток туристов из России спал и Египет, наконец-то открыл свои отели и для египтян. Арендуют недвижимость на лето в Александрии и ее пригородах. Это очень интересный город. Кроме того, египтяне стараются купить членство в спортивно-развлекательном клубе и ходить туда круглый год. 121. Все египтяне мечтают купить большую квартиру, минимум на 120 квадратных метров и машину. А в отпуск ездить на свои курорты к морю. За границу отдыхать равнодушны, да и не налажен отправляющий туризм, а только принимающий. Если и едут за границу, то покупают билеты и отдельно бронируют жилье, туров нет никуда. 122. Дорожный трафик есть только в крупных городах на главных улицах. Чтобы перейти дорогу, нужно просто перебежать ее между машинами. В стране одностороннее движение машин, то есть одна полоса вперед, другая назад и между ними островок. Поэтому перекрестков нет, все разворачиваются в специальных местах. Отчего иногда едешь километр до поворота, чтобы повернуть и выехать на другую дорогу, и еще километр обратно до своего поворота. 123. Александрия и Каир – два самых густонаселенных города Египта. Причем в Каире плотность населения – несколько человек на квадратный метр. Из-за дороговизны земли в пределах города застройка очень плотная. Любой клочок земли постепенно превращается в застроенный квартал. За последние 10-20 лет исчезли плантации в городе. Хозяева земли или сами начали стройку или продали застройщикам. 124. Машины в Египте очень дорогие, налог практически равен стоимости. Поэтому Daewoo Lanos и Hyundai Verna – самые распространенные бюджетные автомобили, которые в новом виде стоят от 10 до 15 тысяч долларов, в зависимости от серии. Бизнес-класс доступен только миллионерам. 125. В Египте пользуются такими цифрами, как на этом изображении. 126. В Египте добывают очень много алюминия и производят очень мало стали. Поэтому стальные материалы здесь большая редкость. В основном заводы производят стальную арматуру,
проволоку для армирования плит перекрытия для строительства домов, заборы. Все остальное из алюминия, посуда, кухонная утварь, фонарные столбы. Что можно заменить пластиком, заменяется. 127. В Египте нет пододеяльников. Абсолютно все постельные наборы включают простыни-наволочки. Чем дороже и больше набор, тем больше в нем простыней и разных наволочек. Может входить покрывало на кровать. Укрываются пледами, от легких до очень теплых. Стеганые одеяла в продаже есть, но их ничем не покрывают, и при стирке стирается все одеяло в прачечной. 128. В Египте еще сохранились лавки мелких ремесленников. На улицах всех городов и в поселках есть лавки, в которых делают и продают мебель, предметы быта и даже живность для еды, кроликов, уток, гусей, индюков, кур, которых забивают и потрошат при покупке. 129. Современный египетский язык – это смесь арабского и древнеегипетского, поэтому он и отличается от литературного арабского грамматикой, и почти всеми словами, некоторые виды изменены. 130. Египетский кинематограф и шоу-бизнес самый развитый на всем Среднем Востоке. Все арабы с удовольствием смотрят египетские сериалы, киноленты и фильмы, слушают песни на этом языке. Это можно сравнить с русским языком для всех постсоветских стран. Египетский язык понимают все арабы именно благодаря медиа, фильмам, шоу на телевидении и песням. На телевидении и в фильмах большинство актрис не носит хиджаб, не покрывает тело и голову, хотя практически все они мусульманки. Фильмы популярны своим качеством и артистизмом. На международных фестивалях в Африке, Среднем Востоке и Азии они всегда занимают первые позиции. На Запад их не приглашали, так как туда они не продавали до сих пор фильмы. А может, не хотят покупать, чтобы не портить стереотип, что арабы ничего не умеют. 131. Одна из известнейших актрис современности в Египте, которая снимается в большинстве современных сериалов, в основном драмах, имеет русские корни. Нелли Карим родилась в Александрии, потом переехала с родителями в Россию, где окончила школу. Ее мать россиянка, отец египтянин. Она свободно говорит на египетском, арабском и русском языках. Была балериной, училась этому в России, сейчас ей около 40 лет. Замужем, имеет детей, живет в Каире. 132. Люди в Египте сегодня переживают очень тяжелые времена экономического давления внутри страны и политического извне. Военное правительство все силы отдает вооружению и защите от внешней агрессии после арабской весны, социальные программы и помощь практически исчезли. При этом люди подавленные и недовольные, но не сдаются и всегда оптимистично смотрят в будущее. Вера помогает. 133. Уже притчей во языцах стала история о том, как египтяне предлагают туристам бесплатно покататься на верблюде, а потом просят чаевые, в Египте их называют бакшиш, чтобы те могли с него слезть. Но жители страны хотят бакшиш буквально за любую оказанную услугу, даже если она совсем мелкая. Причем зачастую местные жители сами будут навязывать туристу услугу, настойчиво предлагая помощь. Например, провести к музею или дешевому кафе, ну или помочь с сумками. 134. В Каире из некоторых окон на веревках свисают корзины. Их используют в качестве примитивного лифта, с помощью которого доставщик может передать хлеб, рис, газеты и другие вещи. Это очень удобно, когда живешь на верхних этажах, не нужно лишний раз спускаться по лестнице или пользоваться шатким необслуживаемым лифтом. 135. Одной из визитных карточек Египта являются голубятни в виде глиняных башен с отверстиями. Жители страны выращивают этих птиц не только для употребления в пищу, но и для получения птичьего помета, который используется в качестве удобрений. Кстати, голубятни расположены буквально повсюду, иногда их строят даже на крышах зданий. Также голубятни строят в виде своеобразных квадратных сооружений. 136. Египтяне обожают сок из сахарного тростника. Этот напиток продается на улицах,
повсеместно в специальных лавках по продаже фрешей. Сок выжимается в специальной машине, прямо на глазах у покупателя и тут же передается ему в руки. Напиток тускло-зеленого цвета выглядит не очень привлекательно, однако его сладкий вкус компенсирует неприглядный внешний вид. Жители страны верят, что сок сахарного тростника очень полезен для здоровья, поскольку его рекламируют как дешевый источник энергии. 137. Погладить одежду можно прямо на улице у специалистов по глажке. Те, кто ненавидит гладить, могут воспользоваться услугами специалистов по глажке, которые прямо на улице выполнят эту нелюбимую многими работу. Также можно оставить свои вещи, их погладят и доставят прямо домой. Кстати, для глажки такие специалисты нередко используют не современные утюги, а их древние аналоги в виде тяжелых металлических плит. Плиты нагревают в печи, а потом водят ими по одежде. 138. Двоюродные братья и сестры вступают в брак друг с другом. В Египте и некоторых других арабских странах практикуются браки между двоюродными братом и сестрой. Так, по состоянию на 2016 год, около 40% браков в Египте заключались между двоюродными братьями и сестрами. Считается, что кровнородственные браки сохраняют структуру семьи и приносят социальные, экономические и культурные преимущества. 139. В Каире работает розовое такси для женщин. Иногда египетские мужчины чересчур настойчиво ведут себя по отношению к противоположному полу. Чтобы хоть как-то обезопасить жизнь женщин, в Каире ввели несколько новшеств. Например, в каирском метро есть вагоны, предназначенные только для женщин. По стране курсируют автобусы, предназначенные только для женщин. Также работает розовое такси, пинк-такси, для женщин, в которых водителями являются только женщины. 140. Сфинксы никак не связаны с Египтом. Кошки породы сфинкс прочно ассоциируются с Египтом, хотя никакого отношения к этой стране они не имеют. На самом деле эта порода появилась случайно в канадском Торонто в 1966 году. Тогда черно-белая домашняя короткошерстная кошка родила лысого котенка. Отсутствие шерсти на животном оказалось генетической мутацией. Этот котенок и несколько других бесшерстных котов и кошек, которые были найдены во всем мире, и составили фонд для развития этой необычной породы. На этом я бы хотел закончить это видео со 140 самыми необычными фактами о Египте, в которые сложно поверить. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. Работники отелей в Египте могут без спроса заходить к неженатым парам. По закону менеджерам отелей разрешено заходить в номера к неженатым парам с помощью отмычки. Мало того, они также могут отменить бронирование номеров для таких пар. Это правило действует почти во всех отелях, кроме 5-звездочных и гостиниц, расположенных в популярных туристических местах. По неписанному правилу у туристов никогда не спрашивают, женаты они или нет. Однако для местных жителей правила довольно строгие. Таким образом, туристическая полиция борется с отелями, которые разрешают несостоящим в браке парам проживать в одном номере. Вот такими у нас получились 140 самых необычных фактов о Египте, в которые сложно поверить. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, знали ли вы бонусный факт, все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителях в это непростое время, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах,
помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.